Это черное озеро находится высоко в горах, недалеко от средневекового замка, который давно уже заброшен. Легенды гласят, что в 1600-х годах тут была битва, после которой в этом озере утопили всех военнопленных. С тех пор это место имеет дурную славу и унесло не один десяток жизней. Я решил отправиться туда абсолютно один, чтобы провести там ночь. Из инструментов я с собой взял каремат, спальный мешок, термос с чаем и видеокамеры. Вначале было все спокойно, но в 3:30 утра по заросшей дороге, ведущей в горы, в мою сторону начал приближаться силуэт человека. Друзья, внимательно досмотрите этот выпуск до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Вас приветствует Шульц Любопытный. Сегодня у меня интересное мероприятие. Сейчас я с рюкзаком со спальным мешком иду для вас на одно интересное озеро, которое находится между гор в лесу. Я хочу там провести ночь и заодно вам расскажу интересную легенду, связанную с этим местом. Говорят, что где-то недалеко от этого озера находится старый заброшенный замок, крепость, которая 600 лет назад была брошена, с очень трагической историей. Ребята, водичка ледяная, холодная вода. Фух. Еще совсем немного осталось. Я уже подойду к озеру горному. Так, друзья, вокруг меня лес. Я поднимаюсь по такой тропинке заросшей. Буду скоро подходить к озеру. Говорят, что это озеро бездонное. И буквально пару метров ступишь, и уже все, дна нет. Сейчас вот туда приду, найду место для ночлега, поставлю камеры скрытые, и мы посмотрим, что там будет происходить. Потому что по преданию в то озеро поскидывали врагов, когда была осада крепости. Там река течет, а слева от меня гора, вы видите, да? Ребята, такая вот преграда, был буран, деревья попадали, там сзади вон упала береза, упала сосна. Но я вижу, что тут тоже тропинку кое-как натоптали. Сейчас постараемся ее обойти. И вон тропинку натоптали поверху. Ё-моё. Как тут теперь пролазить? Хер его знает. Ладно, будем как-то обходить. Так, друзья, прибыл я на озеро уже. Какие-то таблички тут всякие. Там сверху огромный лес. Видите? И вот, ребята, это бездонное озеро, смотрите. Не знаю, как камера его передает. Но оно черное. Оно просто-напросто черное. Там, кстати, что-то он есть вдали. Мостик какой-то, еще что-то есть там. Сейчас пойду посмотрю, что там. Фух. Вот видите? Фонарик у меня уже подсевший немножко, забыл зарядить. Так, ребятушки, сейчас секундочку. О,
Ну, видимо, тут туристическая какая-то тропа, видите, тут места есть. Люди тут отдыхают. Люди тут прыгают. И там что-то течет. Меня интересует то место. Сейчас я приду туда. Оно достаточно небольшое, оказывается. Я думал, что оно побольше будет заросшее. И тропинка-то куда-то дальше ходит. Так, друзья, вот вход у нас к озеру. Оно горное. Вот здесь какая-то беседка. И к ней ведет тропинка. Ёлки, смотрите. Она реально прикольно сделана, и тут можно отдохнуть. Капец. Какая тут красота. Под нами просто огромная глубина, ребята. Бог знает сколько метров, даже дна не видно. Так, ребята, смотрите, какое тут интересное есть место. Тут как бы какой-то идол нарисованный. То ли орел, то ли что. Видите, как оно сделано. Прикольное такое место, необычное. Можете видеть, пару метров. Вот метр, и все, глубина, 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 и там уже ничего не видно. Ребята, буду я сегодня тут располагаться. Буду я сегодня тут отдыхать. Буду пить чай, кушать и наблюдать, что тут будет происходить. Я расставлю несколько камер, и мы посмотрим, что тут будет дальше происходить. Так, друзья, я наконец-то пришел. Вот видите мои пожитки, там каремат, спальный мешок. Еще не сильно поздно. Я могу немножко потратить заряды своих фонарей. Попью сейчас немножко чая, отдохну. Поем шоколадки. Пока что я ничего плохого и стрёмного на этом озере не увидел. Возможно, просто потому, что я шумлю, хожу вокруг, свечу. Но все-таки я думаю, что тут могут по ночам ходить всякие туристы, потому что тут туристический маршрут. И все легенды связаны якобы с тем, что тут что-то происходит, там падает, что тут топятся люди. Мне кажется, это не более чем легенды. Потому что если это озеро часто посещают туристы, то логично, что тут может что-либо произойти. Люди могут там пить, отдыхать, там дебоширить. Но я надеюсь, что я сейчас никого не встречу, потому что, во-первых, уже почти октябрь. Во-вторых, уже почти 11:30 ночи. Я не думаю, что тут кто-то будет ходить. Хотел ли ты когда-то стать блогером и зарабатывать деньги, просто снимая видео про свою жизнь и свои увлечения? Совсем недавно я создал телеграм-канал, где абсолютно бесплатно раскрываю крутые лайфхаки про монетизацию канала, закулисье съемок и стратегию построения бизнеса в YouTube. Канал веду на русском и украинском языках. Если тебе интересно блогинга, переходи на мой канал «Взлом Ютуба», пополняй свои знания и присоединяйся к армии блогеров. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Ребят, буду ложиться отдыхать. Камера будет записывать все, что тут будет происходить. Я надеюсь, что камеры что-нибудь интересное для вас запишут. Но в мой сон надеюсь, что никто не потревожит. Что-то там упало. Интересно, что камера упала. Что странно.
сигнал какой-то подает, наверное. Или это птица, или что это? У меня уже почти села полностью моя камера ночного видения. Кто-то подавал какие-то сигналы. С той стороны именно оттуда были какие-то странные крики или... Я уже максимально выставил все. Который вообще час, сейчас посмотрю. Блять, 3:30 ночи, ребят. Короче. Ура. Утро. Скоро моя электричка. Ну что я могу сказать? Эта ночь была тихая. Ничего необычного на озере не произошло. Только какой-то свист или сигнал, или это туристы какие-то ночью ходили. Ну, слава богу, сюда никто не заходил. Вроде все на месте, ничего не пропало. Я обычно чутко сплю. В итоге легенда о призрачном озере, ребята, я считаю, что она
разрушено. Нет тут ничего призрачного. Озеро как озеро. Ребят, все, собираюсь. Еду домой, потому что холодно, капец. Ребят, мои приключения на озере подходят к концу. Я потом посмотрю, что там были за звуки. Уж мне тоже показалось, что как будто кто-то говорил, шел. Может, мне это приснилось. Но ко мне сюда никто не заходил. Собственно, вот мои пожитки собранные. Уже каремат, спальный мешок. Вот мой фотоаппарат, который я спрятал, чтобы никто не упер. Место, где я ночевал. Очень холодно, очень холодно. Сейчас буду бежать на электричку и высыпаться дальше. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я постараюсь для вас посетить в следующем видео заброшенный замок. Увидимся.